Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 150 неожиданных фактов об археологии, которые невозможно объяснить. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Самый старый из найденных – флаг в истории человечества. Его возраст около 5000 лет, а изготовлен он из меди. 2. В 2020 году в пустыне Наска был обнаружен геоглиф, самый старый в регионе, датируемый 200-100 годами до нашей эры, фигура кошки длиной 37 метров. 3. Археологи обнаружили огромный тайник древних произведений искусства в колумбийской Амазонии. Десятки тысяч потрясающих наскальных рисунков возрастом более 12 500 лет, изображающих людей и диких животных. 4. Старейшие орудия труда, найденные археологами, датируются примерно 3 300 000 лет назад. 5. 5000 лет назад люди, жившие на территории современной Шотландии, вырезали из камня сферы замысловатых форм, и современной науке до сих пор неизвестно зачем. 6. Самым древним известным нам фитнес-залом считаются Геркулесовы пещеры на Пелопоннесском полуострове. В них были обнаружены примитивные каменные тренажеры возрастом примерно 3000 лет. 7. В 2003 году группа британских археологов на раскопках в городе Седжфорд, Великобритания, нашла 39 старинных кельтских золотых монет, спрятанных в коровьей кости. 1 век нашей эры. 8. На этой фотографии печать на дверях гробницы Тутанхамона, 1922 год. Гробница оставалась нетронутой на протяжении 3245 лет. 9. А на этом фото табличка «Берегись собаки» 2000-летней давности. 10. В 2022 году археологи обнаружили римскую мозаику на улицах Стариграда в Хорватии. 11. Греческая мозаика, надпись гласит «Будь жизнерадостным, наслаждайся жизнью». 12. За 6500 лет до возведения Великой пирамиды и за 6000 лет до постройки Стоунхенджа, около 11 тысяч лет назад, на территории сегодняшней Турции было возведено невероятное мегалитическое сооружение Гёбекли-Тепе. На сегодняшний день этот храмовый комплекс считается древнейшим примером монументальной архитектуры. Впервые археологи заинтересовались холмом Гёбекли-Тепе в 1960-х годах, считая, что под ним располагается стоянка людей каменного века. Но только в 1990-х годах холм был исследован после того, как местный крестьянин наткнулся на валуны, мешавшие ему обрабатывать землю. Впоследствии эти камни оказались верхушками гигантских Т-образных стел. Гёбекли-Тепе начали сооружать люди доземледельческой эпохи, охотники и собиратели, жившие группами по 30-40 человек. В то время не существовало ни социальной иерархии, ни тяглового скота, ни металла, ни колеса. Стелы вырубались каменными орудиями в окрестных скалах, а потом вручную перетаскивались на место. Согласно экспериментам, чтобы переместить 12-тонный мегалит с помощью веревок и бревен требовалось 180 человек. Самые крупные из камней Гёбекли-Тепе весят около 15 тонн и достигают высоты 5 метров. Для того, чтобы проделать такую работу, нужна была сложная организация труда с планированием и руководством. На стелах Гёбекли-Тепе вырезано множество изображений диких животных, птиц и рептилий. Некоторые из них изображены атакующими, возможно, для защиты святилища. Чаще всего встречаются змеи, лисицы, кабаны и очень много изображений птиц. Такие же символы находили и в неолитических поселениях этого региона, получается, что их понимали на довольно обширной территории.
Известняковые стелы своей формой напоминают букву «Т». Археологи считают, что это стилизованные изображения людей. Диагональные линии на них – это согнутые в локтях руки, а верхушки – головы. Похожие фигуры встречаются и среди более поздних неолитических находок региона. Божества это или предки, или просто люди, нам остается только догадываться. Строители не оставили никаких описаний, просто потому, что жили за 6000 лет до появления письменности. Примерно в 8 тысячелетии до нашей эры храмовый комплекс Гёбекли-Тепе был аккуратно заложен камнями и засыпан землей. Считается, что как раз в это время происходил переход жителей этой местности к новому образу жизни оседлых земледельцев и скотоводов. Засыпав храм, они почтительно попрощались со старыми богами и навсегда их покинули. 13. Что скрывалось под маской Тутанхамона? По мнению ученых, за каноничной маской фараона с очень заостренными чертами скрывалось вполне нормальное человеческое лицо. В фильме BBC «Тутанхамон. Неприкрытая правда» демонстрируется виртуальное вскрытие фараона, в ходе которого используются данные, полученные после 2000 компьютерных сканирований и после тщательного генетического анализа. Все это позволяет сделать вывод о том, что у Тутанхамона были слегка выступающие зубы, деформированная стопа и девичьи бедра. Вполне вероятно, что фараон при ходьбе опирался на трость. Это подтверждает и тот факт, что в его гробнице было найдено 130 тростей. Ученые говорят, что внешность у Тутанхамона была, мягко говоря, не очень. И что это, скорее всего, результат инцеста между его родителями, которые могли быть братом и сестрой. Альберт Зинг, научный директор Итальянского института мумий, исследовав ДНК семьи фараона, выяснил, что отцом Тутанхамона был фараон Эхнатон, который, вероятно, вступил в кровосмесительную связь с родной сестрой. В Древнем Египте инцест не был редкостью, и в социуме это никак не порицалось, так как пагубные последствия инбридинга еще не были известны. Сам Тутанхамон тоже женился на собственной сводной сестре Анхесенпаатон, когда взошел на престол в возрасте 9 или 10 лет. Смерть Тутанхамона не была результатом гонки на колесницах. Как считалось ранее, его деформированная нога делала любые гонки невозможными. Не было и ужасного убийства фараона. На самом деле все было совершенно не гламурно. Фараон, скорее всего, стал жертвой наследственного гормонального дисбаланса, от которого очень сильно ослабел и умер. Так что величественный фараон Тутанхамон, по-видимому, был рыхлым, неуклюжим и довольно болезненным подростком. 14. Символ три зайца – древняя загадка, которую еще предстоит разгадать. Три зайца бегут по бесконечному кругу. У каждого из них по 2 уха, но на самом деле ушей всего 3, так как каждое ухо принадлежит 2 зайцам. Этот загадочный знак встречается чаще, чем можно предположить, и мы до сих пор не знаем, что он значит. Узор из 3 зайцев встречается в древних буддийских пещерных храмах и на тканях времен династии Суй, изготовленных в VII-VIII веках. Но не стоит думать, что 3 зайца использовались исключительно на Востоке. Этот узор вырезан на стенах средневековых английских церквей и начертан на монгольских монетах эпохи Чингисхана. Его можно найти в синагогах и соборах Германии и Франции. При этом у нас нет ни малейшего представления, что 3 зайца должны означать. Археологи и ученые всего мира до сих пор спорят, откуда он взялся и почему стал популярен. На основании имеющихся данных можно предположить, что 3 зайца появились в Древней Персии, где символ был особенно распространен. Но сведений, подтверждающих это, по-прежнему не хватает. Остается надеяться, что древняя тайна когда-нибудь раскроется для нас. 15. Шведский военный корабль «Васа», затонувший в 1628 году, был поднят с морского дна спустя 333 года и считается самым хорошо сохранившимся кораблем XVII века. 16.
Крылатый человекобык – массивная ассирийская скульптура, обнаруженная на севере Ирака. Высота составляет почти 5 метров, а вес – около 40 тонн. 17. На этом фото пирамида Кукулькана до и после раскопок. 18. Сейчас вы видите кинжал из горного хрусталя возрастом 5000 лет, обнаруженный в мегалитической гробнице в Испании. 19. Это римская мозаика на берегу реки Ефрат, Турция. 20. Гигантские каменные головы ольмеков. Ольмеки – первая крупная цивилизация Мезоамерики, численность которой резко сократилась в IV веке до нашей эры. Причины падения цивилизации до сих пор точно неизвестны. 21. Римская мозаика, найденная в Турции, сохранила свой рисунок, несмотря на волнообразные искажения, вызванные землетрясениями. 22. Кольцо викинга с надписью «Во имя Аллаха», что общего может быть между скандинавскими викингами и халифатом, древним арабо-мусульманским государством, созданным после смерти исламского пророка Мухаммеда. Историкам еще предстоит выяснить это, однако прямые связи между ними действительно существовали. Это доказывает кольцо, обнаруженное в шведской могиле IX века нашей эры. Единственное кольцо с арабской надписью, когда-либо найденное на скандинавских археологических раскопках, сделано из позолоченного серебра и имеет надпись куфическим письмом. Надпись переводится как «Во имя Аллаха» или «Для одобрения Аллаха». Кольцо нашли на пальце женщины, одетой в традиционную скандинавскую одежду. Из-за плохого состояния останков невозможно определить ее этническую принадлежность. По мнению исследователей, находка красноречиво подтверждает древние сказания о прямых контактах между Скандинавией эпохи викингов и исламским миром. Такие контакты, должно быть, способствовали обмену товарами, культурой, идеями и новостями. 23. Римские бюсты иногда имели съемные волосы, чтобы хозяин мог обновить бюсту прическу, если прежняя вышла из моды. 24. Скелет женщины возрастом около 2000 лет был обнаружен вместе с отлично сохранившимися золотыми украшениями. 25. Самый первый известный по имени человек жил в Междуречье чуть больше 5000 лет назад. Его звали Кушим. 26. Мезоамериканская игра в мяч – это спортивная игра ацтеков, напоминающая волейбол и баскетбол. Точные правила неизвестны. Из-за довольно тяжелого мяча игра была куда травмоопаснее, чем современные подобные игры. Некоторые травмы были настолько серьезны, что их приходилось вскрывать, свидетельствует испанский летописец Диего Муньос Камарго. Другие испанские источники XVI века утверждают, что игрок мог погибнуть, если мяч попадал ему в голову или в живот. Впрочем, игрок мог погибнуть и по другой причине. В те времена существовала традиция приносить одного из игроков в жертву, о чем свидетельствуют фрески на стенах древних стадионов. 27. Древние египтянки умели наращивать волосы. Археологи нашли останки возрастом не менее 3300 лет, на головах которых были сложные прически, включавшие в себя до 70 накладных прядей, прикрепленных под разным углом. 28. На картинах и статуях Древнего Египта фараонов изображали с церемониальной накладной бородой, указывающей на их божественное происхождение. Изображения женщин-цариц, например, Хатшепсут, часто тоже украшены этой бородой. 29. На фото уличный торговец, продающий мумии прямо у египетских пирамид. Около 1870 года. 30. Берестяные грамоты писали писалами, специальными лопатками для выдавливания букв. Археологи обнаружили их раньше, чем сами грамоты, и долго не могли понять, для чего они нужны. 31. В Индонезии был найден старейший наскальный рисунок, известный науке.
Этому изображению около 45,5 тысяч лет, и, судя по всему, это свинья. 32. На Британских островах встречается более 1300 каменных колец, Стоунхендж – самое известное из них. 33. Киевское письмо – древнейший документ с территории Киевской Руси, содержащий одно из первых упоминаний Киева, датируемый предположительно X веком. Оно написано на иврите. 34. Когда археологи решили посмотреть, что находится под знаменитыми монументами голов, выяснилось, что там все остальное, что должно быть ниже шеи. 35. Удивительная находка в пещере Монтеспан. В процессе исследования пещеры Монтеспан в 1922 году археологи нашли фигуру медведя, вылепленную из глины в полный рост. Голову фигуре заменял настоящий череп пещерного медведя, а вокруг было множество следов взрослых и детей. Осмотрев находку, ученые пришли к выводу, что нашли древнейшее место культа, устроенное неандертальцами, давно вымершими людьми другого, отличного от современного человека, вида. 36. Статуя Каапера, древнеегипетского жреца, около 2500 года до нашей эры. Статуя выполнена из дерева, глаза из меди и белого кварца, а роговица из горного хрусталя. 37. Самая старая известная человечеству шутка была придумана древними шумерами и записана на глиняной фреске. Она датируется 20 веком до нашей эры и звучит так: что не происходило с незапамятных времен, молодая девушка не пукала, сидя на коленях своего мужа. 38. В 1992 году житель провинции Чжэцзян, Китай, по имени Вуанай задался вопросом, откуда взялись прямоугольные пруды в той местности, где он жил. Как природа могла создать водоемы такой формы? Кроме того, его смущала невероятная глубина прудов, жители провинции прозвали их бездонными прудами. Вуанай откачал воду из одного из прудов и понял, что пруд был искусственным. Вода наполняла большую искусственную пещеру, стены которой покрывали резные рисунки. Так были открыты гроты Лонгью, цепь из 24 искусно созданных гротов, украшенных скульптурами и барельефами. К сожалению, ученые всего мира по сей день не знают, кто и зачем создал их. 39. Археологи нашли камень с высеченной надписью возрастом не менее 1700 лет, Секундин, засранец, и неприличным изображением. 40. Хотя сбор камней возле Парфенона запрещен, туристы все равно норовят унести их с собой, поэтому по ночам рабочие разбрасывают в округе куски обычного мрамора. 41. Медь – один из немногих металлов, которые могут встречаться в природе в форме, пригодной для непосредственного использования, что делает ее, возможно, первым металлом, добытым и обработанным людьми. 42. Первоначально Стоунхендж возвели в Уэльсе 5000 лет назад, но после обнаружения постройки камни были выкопаны и перенесены более чем на 225 километров к их нынешнему местоположению, на равнине Солсбери. 43. Американские добытчики серебра в XIX веке имели традицию выбрасывать свои старые рабочие джинсы в шахты. В наше время такие джинсы продаются по цене $30 000 и более, особенно ценится бренд Levi's. Многие люди предпринимают поездки к заброшенным рудникам в надежде отыскать драгоценные джинсы. 44. В Египте были найдены таблички с записями уважительных причин, по которым строители пирамид брали выходные, укусил скорпион, варил пиво и так далее. 45. Ароматизаторы используются при приготовлении пищи с древнейших времен. Ученые нашли следы их присутствия на древней посуде возрастом 3500 лет. 46. Древние греки начали создавать скульптуры обнаженных женщин на 3 столетия позже, чем мужчин. До этого все женские статуи были одетыми.
47. Тела жертв вулкана Везувия, извергнувшегося на Помпеи, не окаменели. В момент катастрофы их покрыли обломки разрушающихся зданий и пепел, позже кальцинировавшийся. За века тела разложились, оставив полости в этой массе. Во время первых раскопок в XIX веке исследователи залили эти полости гипсом и таким образом получили точные копии тел в тех позах, в которых их застигла гибель. 48. Культура Анасази – доисторическая индейская культура, существовавшая на территории современных штатов Колорадо и Аризоны, возникшая примерно в XII веке до нашей эры, отличалась необычной архитектурой построек, размещенных на скалах или возле них. 49. Бык или слон? Перед вами древнейшая из известных визуальных иллюзий в искусстве – барельеф в храме Айраватишвара в Индии, созданный не менее 850 лет назад. 50. Трилитон – так называется древний архитектурный элемент, в котором два стоящих вертикально камня, столба, поддерживают третий, лежащий горизонтально, перемычку. Самый известный пример сооружения из трилитонов – Стоунхендж. 51. В 1965 году китайские археологи, проводя раскопки в гробнице в провинции Хубэй, обнаружили бронзовый меч возрастом 2500 лет в деревянных ножнах. Лезвие было острым и отлично сохранилось, несмотря на возраст. Испытания показали, что мечом можно легко разрезать стопку из 20 листов бумаги. Иероглифы на нем гласят: «Король Юэ сделал этот меч для личного пользования». Находка была названа мечом Гоудзяня в честь правителя королевства Юэ. 52. В 1940-х годах, во время поисков сбежавшей козы, пастух Мухаммед Эдхиб случайно обнаружил свитки Мертвого моря. 7 свитков находились в керамическом сосуде в пещере недалеко от Кумрана. Позже исследователи нашли еще более 900 рукописей в окрестных пещерах, копии Бытия, Исхода, Исаии, Царств и Второзакония, а также гимны, календари и псалмы, представляющие собой самые ранние известные копии еврейской Библии возрастом более 2000 лет. 53. В 2012 году археологи из Лестерского университета под автомобильной парковкой нашли могилу короля Ричарда III, воспетого Шекспиром в знаменитой пьесе. Король погиб в бою в 1485 году. Тело его, по свидетельствам, было похоронено во францисканском монастыре в Лестере, точное местонахождение которого на протяжении нескольких столетий было неизвестно. Изучив исторические записи, археологи смогли разыскать руины монастыря и могилу с останками. В 2015 году Ричард III был перезахоронен в мраморной гробнице рядом с алтарем Лестерского собора. 54. В средневековой Европе люди в медицинских целях ели измельченные в порошок древнеегипетские мумии. 55. 6 мая 1950 года жители деревни Талунт во время добычи торфа из болота на глубине 2,5 метров обнаружили труп мужчины со шнуром, обвязанным вокруг шеи. Тело хорошо сохранилось и казалось, что человек погиб недавно. Впоследствии оказалось, что этот человек был убит, вероятнее всего принесен в жертву богам более 2000 лет назад. Это наиболее хорошо сохранившееся тело жителя той эпохи из когда-либо найденных. 56. В 2014 году в России, на берегах Дона, был обнаружен невероятный образец архитектуры ледникового периода возрастом 25 тысяч лет, построенный из костей по меньшей мере 60 шерстистых мамонтов. Археологи пока не знают, для чего был построен этот объект диаметром в 12 метров и как он использовался. 57. Древние жители Мезоамерики отдавали дань уважения своим предкам, создавая огромные округлые статуи мистического значения. Этим статуям уже более 2000 лет, а весят они, в среднем, по 10 тонн.
Что интересно, некоторые части статуи сделаны из камней, намагниченных молниями. Как правило, только голова и пупок статуи, места, считавшиеся священными, обладают магнитными свойствами. 58. До реставрации 1901 года Стоунхендж выглядел вот так. 59. В Судане почти в 2 раза больше древних пирамид, чем в Египте. Они меньше размером, но столь же великолепны и ценны в культурном отношении. 60. В 1914 году египтолог Жорж Бенедит приобрел нож у неофициального египетского археолога. Тот утверждал, что нашел нож возле местечка Гебель-аль-Арак. Этот нож до сих пор является предметом дискуссий между египтологами из-за нетипичных для Египта сцен, изображенных на его рукояти. Приблизительный возраст находки – 5300 лет. 61. В 2006 году в детском саду в городе Сен-Лоран-Медок, Франция, воспитатель заметил, что малыши играют с чем-то странным. Оказалось, садик находился на древнем кургане, в котором покоились 30 скелетов людей бронзового века. 62. Для продвижения игры Assassin's Creed Black Flag компания Ubisoft профинансировала эксгумацию, тестирование ДНК и реконструкцию лица знаменитого пирата XVIII века Амара Парга. 63. В Лаосе есть поле с тысячами доисторических каменных кувшинов, долина кувшинов. 64. Большинство древнеегипетских правителей страдали ожирением, а вовсе не были стройными и мускулистыми, как на фресках. 65. Древние египтяне спали на, так сказать, подушках из дерева, камня или слоновой кости. 66. На этой фотографии сохранившийся хлеб из Помпеи. 67. Старейший музыкальный инструмент в мире – неандертальская флейта возрастом 60 тысяч лет, сделана из левой бедренной кости молодого пещерного медведя. 68. В 2012 году британец Уэсли Кэррингтон купил металлоискатель и, решив опробовать его, через 20 минут нашел золото римской эпохи стоимостью 100 тысяч фунтов. 69. В XIX веке европейские тусовщики приобретали египетские мумии в хорошем состоянии для проведения вечеринок с разворачиванием, модного на тот момент развлечения. 70. Потребовалось всего 4 человека и 4 дня, чтобы создать типичный 2,5-тонный блок Великой пирамиды при помощи таких же инструментов, что использовались древними египтянами, медных долото, деревянных молотков и тому подобное. 71. В древнем североафриканском царстве Куш наличие второго подбородка считалось очень красивым. 72. Самая старая письменная жалоба была найдена на 4000-летней древневавилонской глиняной табличке. Табличка представляет собой письмо клиента, купившего некачественную медь и требующего возмещения. Глиняная табличка, известная как жалобная табличка к Эа-Насиру, была отправлена в Древний Ур около 1750 года до нашей эры. В ней жалоба покупателя Нанни на купца Эа-Насира. В настоящее время табличка находится в Британском музее и считается самой старой из известных письменных жалоб, написанной на аккадском языке при помощи клинописи. Эа-Насир покупал медь в Дельмуне и продавал ее в Месопотамии. Однажды он согласился продать медные слитки Нанни, который отправил своего слугу с деньгами для заключения сделки. Однако Нанни отказался от меди, поскольку считал ее некачественной. В ответ на это Нанни написал письмо на клинописи, в котором выразил претензию из-за неправильной пробы меди и проблем с поставкой. Он также пожаловался на грубое обращение со своим слугой, который участвовал в сделке, и подчеркнул, что заплатил за медь, которую не принял. Другие таблички, найденные в руинах дома Эа-Насира, также содержали жалобы на поставки меди.
В одной из них человек по имени Арбитурам жаловался на то, что не получил свою медь, а в другой писал, что устал получать плохую медь. 73. Потрясающее зрелище открывается глазам восхищенного наблюдателя дважды в год в древнем городе майя Чичен-Ица. Здесь находится пирамида Кукулькана, посвященная майянскому божеству по имени Пернатый Змей. Пирамида устроена таким образом, чтобы в дни весеннего и осеннего равноденствий тень от ее ступенчатых ребер падала на балюстраду. И эта тень удивительно похожа на извивающуюся змею. 74. Каменные статуи с острова Пасхи Моаи изначально имели глаза, сделанные из кораллов, со зрачками из черного обсидиана. 75. Множественные перекрывающиеся изображения бизонов и других животных в пещере Атксура кажутся движущимися при мерцании огня. Если поднести мерцающий факел к наскальному рисунку, создастся иллюзия, что изображение движется. Некоторые исследователи считают, что рисунки делали именно для получения этого эффекта. 76. Майя написали множество книг, но в Средневековье испанцы сожгли их почти все, борясь с так называемой «дьявольской ложью». 77. В английском замке Поуис собрано больше артефактов эпохи империи Великих Моголов, государства, существовавшего на территории современной Индии, чем в Национальном музее в Дели и вообще где-либо в Индии. 78. Самое древнее известное имя кошки – Ниджем, что переводится с древнеегипетского языка как «сладкий», «приятный». Ниджем была кошкой Тутмоса III, правившего 3400 лет назад. 79. Слишком соленая, а по консистенции вязкая, как кленовый сироп, рассказала профессор Барбара Шервуд Лоллар, рискнувшая попробовать воду, найденную в трещинах гранитоподобной скалы в Онтарио. Проведя анализ, ученые установили, что этой воде может быть 2,6 миллиарда лет. Вода, сохранившаяся в изолированных карманах канадской шахты, миллионы лет контактировала с камнем и потому оказалась чрезвычайно соленой. И куда более вязкой, чем обычная вода из водопровода. Лоллар описала свой опыт дегустации древнейшей воды как не особенно приятный. 80. В Великой пирамиде Гизы есть большая неисследованная пустая область, показало сканирование. 81. Платье из Тархана, найденное в Египте, старейшее известное женское платье, возрастом более 5000 лет. К сожалению, его нижняя часть не сохранилась, поэтому длину платья определить нельзя. 82. Несмотря на то, что древние римляне использовали свинец для строительства водопровода, фактических случаев отравления людей свинцом не было. Высокое содержание кальция в воде приводило к образованию налета на внутренней стороне труб, предотвращающего попадание свинца в воду. 83. Археологи находят очень мало костей на месте битвы при Ватерлоо, хотя известно о тысячах солдат и лошадей, похороненных в братских могилах. Дело в том, что большую часть костей собрали в XIX веке бельгийские работники по производству сахара. Костная мука применялась для отбеливания коричневого сахара из свеклы. Другие останки использовали как удобрение. 84. В Древнем Египте человек, делавший вскрытие тела для подготовки его к бальзамированию, закончив процедуру, немедленно убегал. За ним бежали люди, забрасывающие его камнями за то, что он нанес телу вред. 85. На фото около 200 так называемых яичных печей Древнего Египта, инкубаторов, созданных в IV веке до нашей эры для одновременного выведения тысяч цыплят. И они до сих пор используются. 86. В Монте-Тестачо, римском пригороде, есть холм из примерно 80 миллионов амфор, оставшихся от времен Римской империи.
Оливковое масло было основным продуктом потребления в Древнем Риме и использовалось буквально для всего, от очистки тела до освещения улиц. Чтобы обеспечить жителей города достаточным количеством масла, его в огромных количествах импортировали в Италию. Масло привозили в амфорах, которые потом утилизировали на городской свалке. Сейчас этот мусорный холм дает археологам богатую пищу для определения хронологии торговли маслом. 87. Во времена Римской империи люди уже пользовались кремами. Археологи нашли косметический крем II века нашей эры с сохранившимися в нем отпечатками пальцев владельца или владелицы. 88. Мы знаем, что обычай наносить на тело рисунки, вбивая пигмент глубоко в кожу, существует очень давно. Но насколько давно? До недавнего времени считалось, что примерно 1000 лет. Но теперь мы знаем, что на самом деле тату намного старше. Самую древнюю тату-машинку нашли на юго-западе США и долго не могли понять, для чего предназначен этот маленький, странно выглядящий артефакт. Он был сделан из игл кактуса опунция и снабжен ручкой, вырезанной из кустарника сумаха. Изделие было обвязано волокнами юкки, кончики которой были смочены в темном пигменте. Именно анализ пигмента и дал ученым возможность определить, что перед ними древнейшая тату-машинка возрастом минимум на 1000 лет больше, чем все ранее найденные приспособления такого рода. 89. В 1925 году в гробнице фараона было обнаружено множество предметов, но одним из самых интригующих долгое время был кинжал, сделанный, по предположениям, из метеоритного металла. При помощи метода анализа, называемого рентгеновской флуоресцентной спектрометрией, удалось доказать, что состав кинжала, сочетание железа, никеля и кобальта, свидетельствует о его неземном происхождении. 90. В 2009 году безработный любитель Терри Герберт при помощи металлоискателя на поле своего соседа, с его разрешения, нашел клад. Под землей находилось более 1500 предметов, оружия, посуда и украшения. Большинство предметов датируется 17 веком. В общей сложности клад состоял из 2,5 кг серебра и почти 5 кг золота общей стоимостью 3,3 миллиона фунтов. 91. Миф о том, что в древности охотой занимались только мужчины, а женщины были собирательницами, давно опровергнут учеными. Их находки свидетельствуют о том, что женщины охотились так же часто, как и мужчины. При раскопках погребений охотников-собирателей было обнаружено, что среди людей, похороненных с оружием, от 30 до 50% составляют женщины. 92. Шпайерская винная бутылка – самая старая бутылка вина в мире. Она была найдена в 1867 году в римской гробнице близ Шпайера, Германия. Вино датируется 325-350 годами нашей эры. Это полуторалитровый стеклянный сосуд с, так сказать, плечиками, как у амфоры, запечатанный воском. Анализ показал, что жидкость внутри – вино, смешанное с оливковым маслом и пряными травами. Этанол уже испарился, а масло, судя по всему, было добавлено в качестве консерванта. 93. Люди по всей Европе периодически находят тщательно изготовленные полые додекаэдры, относящиеся к эпохе Римской империи, и никто до сих пор не знает, для чего они предназначены. Существует множество предположений, от игральных костей до подставки для вязания, но ни одно из них пока не удалось подтвердить. 94. Мумии были рецептурным лекарством для жителей Европы в течение 500 лет, с XII по XVII век. 95. В 1785 году, во время вспашки поля, расположенного неподалеку от деревни Силчестер в графстве Гэмпшир, было найдено кельтское кольцо, изготовленное в IV-V веках. Золотой десятиугольник диаметром 25 мм и массой 12 граммов,
с изображением Венеры и надписью «Синициан, живи в Боге». Судя по всему, надпись была сделана позже. Через 10 лет, в ходе археологических раскопок в 160 километрах от Силчестера, в месте, где раньше стоял кельтский храм, была обнаружена свинцовая табличка с проклятием в адрес некоего Синициана, которая гласила «Богу Ноденсу». Сильвиан потерял кольцо и даст за находку его Ноденсу половину стоимости. Из тех, кто носит имя Синициан, никто не будет здоров до тех пор, пока не принесет его в храм Ноденса. Ученые предположили, что речь идет об одном и том же Синициане, который, судя по всему, не только не вернул кольцо, но и сделал на нем новую надпись со своим именем. В 1928 году археологи Мортимер и Тесса Уиллеры, приступая к новым раскопкам в Лидне, обратились за консультацией по культу Ноденса к оксфордскому профессору англосаксонской истории и филологии Джону Рональду Руэллу Толкину. Ученые познакомили Толкина с историей кольца. В 1932 году вышел отчет Уиллеров о раскопках в Лидне, в который было включено исследование Толкина. А через полгода Толкин завершил работу над рукописью «Хоббита». 96. В 1977 году на раскопках в Вергине в Греции археологи нашли древнюю гробницу. На фасаде располагалась фреска со сценой охоты, а мраморная дверь, ведущая внутрь, не была взломана. Внутри археологи обнаружили серебряные и бронзовые сосуды, треножник, шлем с изображением Афины, остатки щита, украшенного золотом, мечи, наконечники копий, доспехи, отделанные золотом и другие вещи. Мраморный и золотой саркофаги вскрыли и обнаружили внутри кремированные останки человека, завернутые в пурпурную ткань, поверх которой лежал венок. Примерная дата погребения – 4 век до нашей эры. Возраст погребенного человека, вероятно мужчины, составлял от 35 до 55 лет. На лице у него были травмы, полученные при жизни, заживший след удара на правой глазнице и перелом правой скуловой кости. Ученые вспомнили, что отец Александра Македонского, царь Филипп II, потерял глаз в результате попадания стрелы во время сражения. После этого он прожил еще 18 лет, пока его собственный телохранитель не убил его кинжалом в грудь. Помимо травм черепа, имелась хроническая патология ребер. Эту травму Филипп мог получить в 345 году до нашей эры, когда его ранили в правую ключицу. С учетом полученной информации, ученые сделали несколько реконструкций внешности, во время работы над которыми не видели сохранившихся портретов Филиппа II, и то, что у них получилось, по мнению историков, очень похоже на известное изображение македонского царя. 97. В 1915 году английский адвокат Сесил Чап купил на аукционе Стоунхендж в подарок своей жене. Однако та не особенно обрадовалась подарку. Во-первых, Стоунхендж обошелся довольно дорого, около 700 тысяч фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах, а во-вторых, Мэри Чап рассчитывала, что ее супруг приобретет на аукционе что-нибудь полезное для дома, например, занавески, а не самый значительный памятник Англии. 3 года спустя Чап передал Стоунхендж в государственную собственность. 98. Гераклион был древним городом, который, по преданию, рухнул в море и большую часть истории считался мифическим, как Атлантида. Однако в 1933 году британский летчик, пролетая над заливом Абу-Кир, заметил под водой руины, а в 1999 году, после 5-летних поисков, руины Гераклиона разыскал и исследовал французский подводный археолог Франк Годдио. 99. На дне искусственного озера Цэньдао в Китае покоится настоящее археологическое сокровище – древний город Льва. Шиченг, город Льва, был намеренно затоплен по распоряжению правительства в 1959 году, во время постройки плотины для гидроэлектростанции. Размер города – примерно 62 футбольных поля.
На улицах Шиченга 265 арок с сохранившейся каменной кладкой XVIII века, а городские стены датируются XVI веком. В ходе погружений в 2001 году выяснилось, что даже деревянные балки и лестницы остались целы. У города Льва было 5 городских ворот, над которыми возвышались башни. В городе было 6 главных каменных улиц. Сейчас город пользуется большой популярностью у туристов-дайверов. 100. Двое детей, предположительно 7 и 12 лет, прижались руками и ногами к мягкому известняку на Тибетском Нагорье. Со временем известняк затвердел, сохранив отпечатки ладоней и стоп. Перед глазами встает образ детей, наслаждающихся игрой. Но как давно появились эти отпечатки? Археологи предполагают, что это старейший пример париетального, пещерного искусства из когда-либо найденных. Следы датируют периодом от 169 тысяч до 226 тысяч лет до нашей эры. Возможно также, что дети были людьми другого, вымершего вида Homo, денисовцами. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. А теперь продолжаем. 101. В 1937 году в Техасе была найдена мумия человека, умершего более 1000 лет тому назад. Его тело сохранилось естественным образом, благодаря засушливым условиям местности. Эта мумия поразила ученых. Дело в том, что у мумифицированного человека при жизни было тропическое паразитарное заболевание, при котором толстый кишечник распухает, блокируя продвижение пищевого комка, что приводит к появлению смертельной непроходимости. Ближе к концу жизни человек страдал от недоедания и, вероятно, был слишком слаб, чтобы самостоятельно ухаживать за собой. Однако кто-то о нем заботился. В течение нескольких месяцев до конца жизни больного держали на высокобелковой диете из кузнечиков. Мумия была уникальной, так как была полна непереваренных кузнечиков. Какой терапевтический эффект ожидался от поедания кузнечиков, тем более в таких количествах, ученые определить не смогли. 102. Римское метро очень сложно расширить, несмотря на назревшую необходимость этого, из-за того, что землекопы в процессе работ постоянно находят археологические ценности. Пока пытались построить новую ветку, проходящую через центр города, нашли Атеней, так назывались вузы в Древнем Риме и Византии, построенный в 135 году до нашей эры, военный комплекс и амфитеатр. 103. В саду у дома Уильяма Шекспира в городе Стратфорд-на-Эйвоне южноафриканскими археологами были обнаружены фрагменты специальных трубок со следами запрещенного вещества. 104. Самый древний известный поддельный товар – римская амфора возрастом 2000 лет, изготовленная галлами и найденная на территории современной Франции. На ее пробке вместо римского названия изображены случайные символы. 105. На фотографии план здания, сделанный шумерами около 5000 лет назад. Резиденция в Умме, эпоха Третьей династии Ура. 106.
Внутри третьего золотого саркофага в гробнице Тутанхамона под маской из кованого золота, кварца и лазурита находилась мумия фараона. 107. На фото археолог Говард Картер изучает золотой саркофаг Тутанхамона. 108. Внутри ковчега в погребальном покое гробницы Тутанхамона находился огромный льняной покров с золотыми розетками. Внутри еще 3 ковчега, 2 из которых выполнены из золота, и 2 саркофага, сложенные друг в друга. 109. На фото археологи открывают двери золотого ковчега в погребальной комнате гробницы Тутанхамона. 110. На фотографии ученые упаковывают одну из статуй охранников для транспортировки, позади них уже разобранный вход в усыпальницу Тутанхамона. 111. На фото археологи Говард Картер, Артур Каллендер и рабочие разбирают вход в погребальную камеру гробницы Тутанхамона. 112. На фотографии видно, что замурованный вход в погребальную камеру гробницы Тутанхамона охраняли черные статуи Ка. 113. На фото погребальные носилки статуя Анубиса, позолоченный бюст небесной коровы Мехурт и сундуки с различными ценностями в сокровищнице гробницы Тутанхамона. 114. Сундуки в сокровищнице гробницы Тутанхамона были набиты драгоценностями и другими артефактами. Было обнаружено несколько тысяч различных предметов. 115. В первой комнате гробницы Тутанхамона, помимо различных припасов и множества предметов, находились 12 мебельных изделий, среди которых были золотой трон и позолоченные ложи в виде животных. 116. Во время своего правления император Цинь захватил 6 царств на территории Китая, истребив всех военных. Он опасался, что они будут преследовать его в загробной жизни, поэтому построил для своей защиты терракотовую армию, смотрящую на восток, направление, откуда враг, вероятно, придет. 117. В 246 году до нашей эры император Цинь приказал построить терракотовую армию. Более 700 тысяч рабочих на протяжении 40 лет работали днем и ночью. Ноги, руки, туловища и головы лепились отдельно, а статуи из них собирались на месте. Многие рабочие погибали во время строительства, а некоторые были казнены, чтобы сохранить в тайне местонахождение гробницы и ее сокровищ. 118. Удивительно, но каждая из 8000 статуй терракотовой армии уникальна и неповторима. Если внимательно присмотреться, можно заметить небольшие индивидуальные различия у каждого солдата. Существует всего 8 разновидностей солдатской формы, но при этом у каждого воина свои собственные черты и выражение лица, прическа и рост. 119. Помимо 8000 солдат терракотовой армии, в 3 залах находятся 130 колесниц, запряженных 520 лошадьми, и 150 кавалерийских лошадей, большинство из которых похоронены возле мавзолея. Есть также невоенные статуи, такие как акробаты, силачи и музыканты. Кроме людей и лошадей есть еще журавли, бронзовые утки, другие животные и птицы. 120. Более 2200 лет терракотовая армия оставалась нетронутой под землей. Никто о ней не знал до 1974 года, когда группа фермеров обнаружила статуи, копая колодец в Сиане. Китайское правительство начало исследование территории и превратило это место в один из величайших археологических памятников мира. 121. Во время раскопок терракотовой армии археологи обнаружили около 40 тысяч единиц бронзового оружия, боевые топоры, арбалеты, стрелы и копья. Несмотря на то, что они находились под землей более 2000 лет, оружие было в отличном состоянии и без эрозии. 122. Сегодняшние туристы не увидят терракотовую армию в первозданном ярко раскрашенном виде, большинство статуй потеряли цвет.
Краска во время раскопок из-за сухого воздуха скручивалась и отслаивалась. Всего за 5 минут от нее не оставалось и следа. 123. Ртуть – одно из самых токсичных химических веществ, но древние китайцы считали ртуть эликсиром жизни. Император Цинь в своем стремлении жить вечно регулярно принимал ртутные таблетки, что, вероятно, способствовало его смерти в 48 лет. В описании погребального комплекса терракотовой армии в исторических записках рассказывается про реки и моря ртути возле гробницы. Исследования тоже показали повышенный уровень ртути возле захоронения. 124. Несмотря на то, что терракотовая армия была обнаружена более 40 лет назад, гробница императора до сих пор остается нетронутой. Археологи опасаются за ее сохранность, утверждая, что сейчас не существует технологий, позволяющих раскопать мавзолей императора, ничего не повредив. Терракотовые воины, лошади, колесница и гробница императора располагаются на территории площадью более 50 квадратных километров, в одном зале находятся солдаты, во втором – кавалерия и пехота, в третьем – высокопоставленные офицеры и колесницы, представляющие собой командный центр. Есть еще четвертый зал, он пустой, из-за чего гробница считается незавершенной. 125. Пещерный человек – не слишком подходящее описание для людей, живших в каменном веке и во времена палеолита. Неандертальцы эпохи палеолита были охотниками-собирателями, вели кочевой образ жизни и пещерами пользовались лишь время от времени. Всего в Европе археологи обнаружили 277 таких пещер, в том числе Альтамира в Испании, Ласка во Франции и Крезвилл-Крэгс в Дербишире. Там действительно присутствуют наскальные рисунки и следы костра, приготовления пищи, ритуалов и захоронений, но ни одна из пещер не предназначалась для постоянного местожительства. Самым ранним образцам европейской наскальной живописи около 40 тысяч лет, хотя всем известно, что точный возраст в таких случаях определить крайне сложно. Краска неорганическая, так что датировать ее по углероду не представляется возможным. Наиболее убедительное объяснение функций наскальной живописи отсылает нас к более поздним рисункам, сделанным охотниками-собирателями в Южной Африке и Австралии. Здесь рисунки были творением шаманов, которые входили в темные и часто заброшенные пещеры для того, чтобы связываться с миром духов. Другая теория предполагает, что наскальные рисунки были обычными граффити неандертальских подростков. 126. Ученые раскрыли пивоваренный секрет древних кельтов. Специалист из Германии выяснил, что они готовили пенный напиток по технологии, которая сильно отличается от современной. В результате он получался более пьянящим. Ханс Петер Стика занимается древними растениями в университете Штутгарта. Изучая остатки поселений древних кельтов в районе Эбердинген-Хохдорф, он обратил внимание на обугленные ячменные зерна, которые ему удалось найти на дне вырытых в земле канав. Подумав над тем, зачем кельты выращивали ячмень в заполненных водой канавах, Стика понял, что они таким способом 2500 лет назад готовили этот напиток. Когда ячменные зерна прорастали, древние пивовары разводили рядом с канавами костры. Ячмень постепенно просушивался, одновременно темнее и приобретая привкус дыма. Затем кельты добавляли туда разные травы, типа полыни, белины и семян моркови. Белина делала напиток более пьянящим. Сейчас вместо нее применяют хмель, а солод получают в бочках. 127. Самый древний из людей, чье имя дошло до наших времен, это Ирихор, додинастический фараон, правивший Верхним Египтом примерно в 3000-х годах до нашей эры. 128. Самая древняя пара обуви была найдена в Армении при раскопках пещеры Арени в сентябре 2008 года. Находка датируется периодом энеолита 3600-3500 годы до нашей эры. Это мягкие туфли с заостренными концами, черохи.
Обувь практически не отличается от той, которую еще недавно носили в армянских селениях. 129. Древние римляне хоронили своих собак и писали им надгробные эпитафии. Одна из подобных эпитафий гласит: «Я в слезах принес тебя на руках к последнему месту отдыха так же, как я в радости внес тебя в свой дом 15 лет назад». 130. У бюста Нефертити нет левого глаза. Нет, и судя по отсутствию в глазнице каких-либо следов обработки или клея, никогда не было. Почему, неизвестно. Возможно, из суеверия. Бюст создавался при жизни Нефертити, а в те времена это было плохим знаком, предвестником скорой смерти. Чтобы предотвратить несчастье, скульптуру не стали завершать. 131. Кости динозавров, выставленные в палеонтологических музеях мира, это на самом деле не кости. Строго говоря, это камни, так как костная ткань разрушилась миллионы лет назад, оставив после себя органический осадок. Под влиянием химических процессов этот костный осадок с годами превратился в камень в форме костей. 132. 4000 лет назад древнеегипетские учителя исправляли ошибки красными чернилами. Кто бы мог подумать, что это настолько древняя традиция. 133. Великая пирамида в Гизе изначально была покрыта известняком, что означает, что ее поверхность была совершенно гладкой и ослепительно белой. 134. Мумии, хранящиеся в Перу по 7000 лет и более, превращаются в черную липкую массу из-за значительного повышения уровня влажности. Когда ученые из Гарвардского университета решили узнать, что происходит с мумиями, они выяснили, что микробы, живущие на коже, активны при повышенной влажности, о чем древним перуанцам было совершенно неизвестно, так как всю жизнь они проводили в пустыне. Однако глобальные изменения климата коснулись и Перу, уровень влажности воздуха резко вырос, что привело к частым туманам и превращению мумифицированных людей в черную липучку. 135. В марте 2019 года китайские археологи сообщили о находке бронзового горшка возрастом не менее 2000 летий. В горшке содержалась смесь нитрата калия и алунита, это рецепт эликсира, который, по верованиям китайцев времен правления династии Хань, дарил вечную жизнь. В горшке плескалось целых 3,5 литра этой волшебной жидкости. Впрочем, судя по тому, что обнаружен он был в древней гробнице, заполненной телами членов богатой и благородной семьи, не похожими на мумий или вампиров, эликсир, кажется, не работает. 136. Самая большая пирамида находится не в Египте. Не просто самая большая пирамида, а самый большой памятник из всех известных нам памятников, стоящих ныне на Земле. Речь идет о Великой пирамиде Чолулы, расположенной, соответственно, в Чолуле, Пуэбло, Мексика. Основание этой пирамиды в 4 раза превосходит размером основание Великой пирамиды в Гизе, которая также известна как один из самых огромных существующих монументов. Размер этого основания составляет 450 на 450 метров, почти полкилометра. В наше время Великая пирамида Чолулы почти целиком скрыта под землей и похожа на огромную гору. 137. Великая Китайская стена может быть намного старше, чем считалось ранее. Наиболее узнаваемые ее участки были возведены во времена династии Мин, но есть и более старые. Недавние археологические находки в провинции Шаньдун указывают на то, что как минимум некоторые части Великой Китайской стены были возведены значительно раньше, чем предполагалось. Исследование показало, что строительство могло начаться уже в эпоху Западной Джоу 1046-771 годы до нашей эры, а не в III веке до нашей эры, как считалось ранее. Открытие сделали специалисты из Шаньдунского провинциального института культурных реликвий и археологии в районе деревни Гуанли недалеко от города Цзинань. Ученые использовали метод оптически стимулированной люминесценции ОСЛ и радиоуглеродный анализ,
чтобы датировать недавно обнаруженные фрагменты стены. Это археологическое открытие переносит начало строительства Великой Стены на период Западной Джоу, что делает этот участок стены самым древним из известных, заявил Лю Джен, член Китайского общества культурных реликвий. По его словам, находка является важной вехой в изучении истории сооружения и его эволюции. Великая Китайская стена представляет собой комплекс укреплений протяженностью более 20 тысяч километров, построенный в течение 2 тысячелетий для защиты Китая от кочевых народов с севера. Наиболее узнаваемые ее участки, сложенные из кирпича и камня, были возведены во времена династии Мин 1368-1644 годы, но более ранние секции сооружались из тростника, дерева и утрамбованного грунта. Природа тоже сыграла роль в сохранении стены. На ее поверхности образовались биопленки из лишайников, мха и цианобактерий, которые укрепляют конструкцию. Несмотря на тысячелетнюю историю, Великая Стена по-прежнему преподносит археологам новые открытия. 138. Со дна в Анталии подняли редкий бронзовый кинжал минойской цивилизации, ему 3600 лет. Он находился на древнем судне, которое перевозило ценный груз. 3600-летняя тайна вышла на свет из глубин Средиземного моря. Эти обломки могут стать одним из важнейших открытий не только в Турции, но и в мире подводной археологии, заявил Мехмет Нури Эрсой, министр культуры и туризма Турции. Он также добавил, что археологические работы на месте кораблекрушения продолжатся еще как минимум 5 лет. Минойская цивилизация является одной из древнейших в истории. Она существовала на Крите и соседних островах в Эгейском море с 2700 по 1400 годы до нашей эры и считается одной из первых высокоразвитых цивилизаций в Европе. Она известна своими достижениями в архитектуре, искусстве и торговле. Минойцы уже в те времена умели строить сложные дворцы, которые были целыми экономико-политическими комплексами в их крупных городах. 139. В горах Узбекистана нашли 2 утерянных города Шелкового пути. Местные жители могли использовать горные ветры для плавки железа. Археологи обнаружили в Восточном Узбекистане на высоте более 2000 метров останки 2 средневековых городов – Тугунбулака и Ташбулака. Это открытие может изменить наше представление о знаменитом Шелковом пути, который, как считалось, пролегает между долинами и низменными регионами. Найденные города располагались на одном из важнейших торговых перекрестков высоко в горах. Исследование, проведенное под руководством директора Национального центра археологии Узбекистана Фархода Максудова и археолога Вашингтонского университета Майкла Фрачетти, стало возможным благодаря использованию лидара. Этот метод, основанный на лазерном сканировании, позволил ученым создать трехмерные карты местности и выявить детали древней архитектуры – стены, башни и фортификационные сооружения. Команда впервые обнаружила Ташбулак со следами захоронений и керамики еще в 2011 году. Но в 2015 году местный лесник сообщил, что нашел похожие артефакты у себя во дворе. Это привело исследователей к еще более крупному городу Тугунбулаку, площадь которого превышает 120 гектаров. Сильные ветры на этой высоте, по мнению исследователей, могли использоваться для плавки железа, металла, который во времена Средневековья являлся стратегическим ресурсом. Предварительные раскопки показали наличие производственных печей. Однако добыча металла, вероятно, сказалась на экологии региона. Горные леса могли быть вырублены для топки, что привело к повышению риска наводнений и схода лавин, из-за чего территория стала опасной для жизни. Исторические источники давно упоминают о существовании поселений в этих горах, но ученые впервые подтвердили их размер и значение. Эксперты назвали находку важнейшим вкладом в понимание средневековой жизни Центральной Азии. 140.
У берегов Италии обнаружили нетронутый 2000-летний храм древней цивилизации. Его использовали для поклонения многочисленным богам. Археологи обнаружили у побережья города Поззуоли в Италии руины 2000-летнего храма, который столетиями оставался нетронутым. Есть все основания полагать, что его когда-то построили набатеи, кочевые арабские племена, основавшие знаменитый город Петра в Иордании. Эта древняя цивилизация упоминается в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Религиозный храм имел прямоугольную планировку и два помещения, стены в которых выполнены в римском стиле. На них выгравированы латинские надписи «Дюсари Сейкрум», что означает «посвящен душаре». Речь идет о верховном божестве набатеев. Археологи обозначили комнаты как А и Б. Обе были построены из местных материалов. В зале А находились два алтаря из белого мрамора. Один из них имеет 8 углублений, которые ранее содержали священные камни, использовавшиеся в набатейских ритуалах и обозначавшие разных богов. У второго было только 3 выемки. В помещении Б также были беломраморные плиты. Руины здания расположены примерно в 46 метрах от побережья Поззуоли, который в прошлом служил важным портом для римских кораблей, перевозивших товары. Вулканическая активность в этом районе покрыла древние стены слоями лавы. Набатейское население базировалось в пустынных районах Аравийского полуострова. Около 2000 лет назад они основали поселение в Поззуоли, построив крупнейший торговый порт в Римском Средиземноморье. Во время расцвета их набатейское царство простиралось по всему Ближнему Востоку. Ситуация резко изменилась, когда римляне мирно взяли под контроль столицу государства Петру, а вместе с ней и весь набатейский народ. 141. На севере Китая нашли затерянный город и сотни артефактов бронзового века. Благодаря этому открытию ученые наконец-то разгадали тайну, существовавшую с 1940-х годов. Китайские археологи обнаружили руины затерянного города на месте раскопок Джайгоу в северной части провинции Шэньси, Китай. Ранее в этом районе люди регулярно находили загадочные артефакты, происхождение которых ученые не могли объяснить. Поселение бронзового века раскинулось на 11 холмах и занимает площадь более 3 квадратных километров. Многие особенности его строения указывают на то, что это был крупный связующий центр, может быть даже столица. Реликвиям с места раскопок более 3000 лет. Это значит, что их сделали еще во времена династии Шан, правившей примерно с 1554 по 1046 годы до нашей эры. Среди многочисленных артефактов найдены бронзовые сосуды для питья, расписная керамика, украшения, инкрустированные бирюзой, несколько конных колесниц и многое другое, всего более 200 предметов. Различные реликвии с 1940-х годов находили и жители провинции. До этого ученые не могли понять, откуда они берутся, но теперь у них есть ответ – это предметы быта горожан древнего города. В прошлом мы также обнаружили в этом районе несколько гробниц и крупномасштабных построек. На этот раз нам повезло больше, и мы открыли полное поселение. Заявил Сюй Лян-гао, исследователь из Института археологии Китая. Речь идет о 9 гробницах в Джайгоу, которые раскопали в 2022 году. 7 из них с проходами. Это указывает на то, что они принадлежали местным вождям. Проходы в гробницах символизируют высокий социальный статус похороненных в них людей, заявил Сунь Джаньвэй, сотрудник Академии археологии Шэньси. Здесь также нашли постройки различного назначения, в том числе ремесленные мастерские и гончарные печи. 142. В джунглях Мексики нашли затерянный город майя Акамтун, и он отличается от других поселений цивилизации Мезоамерики. Группа исследователей обнаружила на территории экологического заповедника Баламку, Мексика, затерянный город майя.
Ученые назвали его Акамтун, что на языке коренных жителей Юкатана означает «каменная колонна». Найти его удалось с помощью лидар, своего рода лазерный радар, который измеряет расстояние путем излучения света и замера времени его возвращения на приемник. Система определила среди необитаемых джунглей многочисленные остатки монументальных зданий, включая несколько пирамидальных сооружений высотой до 15 метров. Как оказалось, по ряду своих характеристик город отличается от известных науке поселений майя. Самым большим сюрпризом стало место. Он расположен на возвышенном, так сказать, полуострове, окруженном обширными заболоченными сооружениями. Его монументальное ядро занимает более 50 гектаров и включает в себя различные крупные здания, заявил Иван Прайц, исследователь из Национального института антропологии и истории Мексики. На юго-востоке Акамтуна есть 3 площади, окруженные многоэтажными зданиями. Проходы на верхние ярусы украшены цилиндрическими колоннами. Между главными, так сказать, улицами комплекс из различных низких и удлиненных структур, которые расходятся в разные стороны в виде концентрических кругов. Есть даже отдельные зоны для ритуалов и игры с мечом. Кроме того, рядом с городом нашли еще 2 застроенных участка: Нацкан в 36 километрах и Чектун в 50 километрах. Поэтому ученые уверены, что он служил важным центром, вероятно, в классический период майя, 250-1000 годы нашей эры. При этом большая часть найденной керамики и других артефактов относится к позднему классическому периоду, 600-800 годы нашей эры. Предварительно установлено, что город заброшен примерно с 1000 года нашей эры. Археологи нашли различные свидетельства того, что жители покидали его в спешке. А вот причину их бегства они пока не выяснили. 143. В Персидском заливе нашли старейший в мире жемчужный город. В древние времена это было огромное поселение с сотнями жилых домов. Археологи обнаружили руины древнего жемчужного города на острове Синия, который входит в состав нынешних Объединенных Арабских Эмиратов. Он был возведен в конце VI века нашей эры, в доисламский период, на Аравийском полуострове. Об этом сообщает агентство The Associated Press. Среди сохранившихся объектов исследователи нашли россыпь жемчуга и снаряжения, с помощью которого камни добывались с морского дна. Именно поэтому ученые пришли к выводу, что жители занимались добычей драгоценного минералоида и дали городу соответствующее название. Это старейший пример такого особенного жемчужного города. Это духовный предок таких городов, как Дубай, заявил Тимоти Пауэр, профессор археологии в Университете Объединенных Арабских Эмиратов. Хотя до наших дней сохранились лишь небольшие фрагменты нескольких жилых помещений, есть основания полагать, что это был большой город с сотнями домов из прибрежного камня и известкового раствора. Его общая территория составляла около 12 гектаров. Ученые полагают, что поселение было не сезонным, а постоянным, люди находились там в течение всего года. А населяли город несколько тысяч человек. 144. Осушенное водохранилище в Ираке обнажило древний город, которому больше 3400 лет. Изучать его придется максимально оперативно, пока уровень воды не поднялся вновь. Группа немецких и курдских археологов обнаружила 3400-летний город эпохи империи Миттани, когда-то располагавшийся вдоль реки Тигр на территории Северной Месопотамии и прилегающих областей. Поселение буквально всплыло в водохранилище Мосул в начале 2022 года, когда уровень воды быстро упал из-за сильной засухи в Ираке. Обширный город с дворцом и несколькими большими зданиями мог быть древним Закику, который, как полагают ученые, был важным центром империи Миттани около 1550-1350 годов до нашей эры. Ирак является одной из стран мира, наиболее пострадавших от изменения климата.
Юг страны уже несколько месяцев страдает от сильнейшей засухи. Чтобы предотвратить высыхание посевов, с декабря большое количество воды отбирается из Масульского водохранилища, самого важного хранилища воды в стране. Это и привело к обнажению города Бронзового века, который был затоплен десятилетия назад без каких-либо предварительных археологических исследований. Он расположен в Кемуне в Курдистане. Это непредвиденное событие заставило археологов оперативно начать раскопки, чтобы задокументировать хотя бы некоторые части этого большого важного города, прежде чем он снова будет затоплен. В течение нескольких дней была собрана группа немецких археологов из университетов Фрайбурга и Тюбингена. За короткое время им удалось составить карту поселения. Помимо дворца, который уже был задокументирован во время короткой кампании 2018 года, были обнаружены еще несколько крупных зданий, массивное укрепление со стеной и башнями, монументальное многоэтажное складское здание и промышленный комплекс. Исследовательская группа была ошеломлена хорошо сохранившимся состоянием стен, иногда до высоты нескольких метров, несмотря на то, что они сделаны из сырцового кирпича и находились под водой минимум 40 лет. Их сохранность объясняется тем, что город был разрушен в результате землетрясения около 1350 года до нашей эры, во время которого обломки стен фактически законсервировали некоторые объекты. Особый интерес вызвало обнаружение 5 керамических сосудов, содержащих архив из более чем 100 клинописных табличек. Они относятся к среднеассирийскому периоду, уже после землетрясения. Некоторые таблички до сих пор находятся в своих глиняных конвертах. Исследователи надеются, что это открытие предоставит важную информацию о конце города периода Миттани и начале ассирийского правления в регионе. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб важному объекту из-за подъема воды, раскопанные здания были полностью покрыты плотно прилегающей пластиковой пленкой и засыпаны гравием. Это позволит уменьшить воздействие воды на камни, сохранив постройки для дальнейших исследований в будущем. 145. Под Нотр-Дамом нашли древние гробницы и свинцовый саркофаг. Находкам около 700 лет. Во время работ по реконструкции Парижского собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара 2019 года археологи обнаружили древние гробницы и свинцовый саркофаг, датируемый XIV веком. Об этом пишет Guardian. Захоронения были случайно найдены под полом во время подготовительных работ по восстановлению шпиля собора в центральной части здания. Свинцовый саркофаг, повторяющий силуэт человека, предположительно был сделан для влиятельного чиновника в 1300-х годах, через столетия после постройки собора. Саркофаг отлично сохранился, но деформировался под тяжестью земли и камней. При помощи мини-эндоскопической камеры археологи уже заглянули внутрь и обнаружили кусочки ткани, волосы и подушку из листьев на макушке, которая может говорить о том, что внутри один из религиозных лидеров. Тот факт, что эти органические элементы все еще находятся внутри, говорит о том, что тело может быть в хорошем состоянии. Отметили ученые, помимо гробниц, под нынешним уровнем пола были обнаружены бюст бородатого мужчины и элементы расписных скульптур, идентифицированные как части оригинальной перегородки XIII века архитектурного элемента, отделяющего алтарную зону от нефа. 146. Ученые случайно обнаружили жизнь под сотнями метров льда в Антарктике. Ранее подобное считалось невозможным. В научном журнале Frontiers in Marine Science появилась публикация, описывающая необычную находку в Антарктике. Началось все с обычного сбора пробы осадка на дне под шельфовым ледником. Для этого пришлось пробурить около 900 метров льда и пропустить в полученный канал щуп для захвата образцов, оснащенный GoPro. Но попытка оказалась неудачной. Инструмент вернулся без образцов. Еще час ушел на второе погружение, результат тот же.
Чтобы выяснить причину, ученые просмотрели запись с камеры и увидели, что прибор уткнулся не в морское дно, а в валун, на котором удалось заметить нечто, ранее казавшееся невероятным – неподвижную жизнь. В частности, на кадрах с GoPro заметно несколько видов губок и тонкие нити, возможно, компоненты бактериальных матов или гидроиды, беспозвоночные животные, прикрепленные к камню. Без анализа сложно сказать, что это за существа и сколько им лет. Известно, что антарктические губки могут жить тысячелетиями, так что эта экосистема может быть по-настоящему древней. Также неясно, как часто они питаются и как это делают. Но на видео заметили рябь вокруг валуна, что может свидетельствовать о том, что пищу они получают издалека. До ближайшего открытого места от этой точки более 250 километров, но течение и большой цикл питания могут сделать это возможным. Также есть теория, что на камеру не попали способные двигаться организмы, которые доставляют пищу неподвижной части экосистемы. Джеймс Смит, соавтор исследования, именно он первым отсмотрел записи и заметил валун, отметил, что это редкостная неудача. На обозримом расстоянии это единственный большой камень. Если бы лед бурили чуть левее или правее, подобную находку сделать бы не удалось, зато удалось бы собрать необходимые образцы. Неизвестно, является ли это единичным случаем, или же под толщей льда находится немало подобных камней с живыми существами. Шельфовые ледники простираются на 1,45 миллиона квадратных километров, и из всего этого суммарно был изучен лишь кусочек размером с теннисный корт. И глобальное потепление требует поторопиться, если мы хотим узнать больше. Лед тает, и изменение температуры может уничтожить эту необычную экосистему, если ей не удастся приспособиться к новым условиям жизни. 147. Археологи обнаружили в Помпеях древнеримскую закусочную с фресками животных, фастфуд-ресторан времен до нашей эры. Археологи впервые раскопали в Помпеях Термополий древнеримскую закусочную с хорошо сохранившимся прилавком, фресками животных и остатками еды. Ученые полагают, что некоторых изображенных животных здесь и готовили. На месте раскопок обнаружены фрагменты костей петуха, утки и собаки. Часть из них были собраны в глиняных горшках, встроенных прямо в прилавок. Также были найдены фрагменты мяса свиней, коз, рыб и даже улиток, что указывает на большое разнообразие продуктов животного происхождения, используемых в приготовлении блюд. Декор прилавка включает в себя не только изображения животных, но и фреску Нереиды, мифологической нимфы, которая едет верхом на морском коньке. На одной из фресок археологи обнаружили нацарапанную надпись «Ниче Чинаэде Какейтер», что примерно переводится как «Некий бесстыдник». Вероятно, надпись посвящена одному из работников Термополия. Внутри комнаты за прилавком было найдено значительное количество человеческих костей, принадлежащих зрелому человеку в возрасте не менее 50 лет. Судя по всему, во время извержения вулкана он находился в своей кровати. Еще одни останки принадлежат человеку, который во время извержения держал руку на крышке одного из горшков. Также в Термополии были обнаружены различные транспортировочные материалы и вещи, в том числе 9 амфор, бронзовая патера и 2 фляги. На дне одного из сосудов нашли измельченные зерна, которые использовались для изменения вкуса и цвета вина. Пол всей комнаты состоял из слоя кокциопеста, водонепроницаемого покрытия из фрагментов терракоты, в который в нескольких местах были вставлены фрагменты полихромного мрамора. Термополий происходит от слов «теплый» и «продаю». Это древнеримский трактир или бар, где подавали горячую еду и вино с пряностями. В Помпеях их было около 80, и они были очень популярны, поскольку питаться вне дома было типично для римского мира того времени. Помпей был погребен под слоем пепла в 79 году нашей эры, в результате одного из самых катастрофических извержений вулкана Везувий. 148.
В Средиземном море нашли 2 древних корабля с сокровищами, монеты, ювелирные изделия, предметы быта и личные вещи мореплавателей. Отдел морской археологии Управления древностей Израиля сообщил об обнаружении у побережья древнего города Кесария следов 2 кораблекрушений. Суда затонули в разные периоды времени. Первое пошло ко дну примерно 1700 лет назад, в период правления Римской империи, а второе – около 600 лет назад, когда местные земли входили в мамлюкский султанат. Останки обоих кораблей разбросаны на акватории на глубине всего 4 метра. Археологи отмечают, что корабли, вероятно, стояли на якоре вблизи порта и были разбиты штормом. Об этом свидетельствуют и обнаруженные рядом куски сломанного якоря, который, вероятно, был поврежден именно перед крушением. Также рядом обнаружены десятки больших бронзовых гвоздей, свинцовые трубки от трюмной помпы и ряд куда более ценных предметов. В их числе большое количество серебряных монет мамлюкского периода, XIV век, сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века нашей эры. Бронзовая фигурка в виде орла, символизирующая римское владычество, многочисленные бронзовые колокольчики, которые, вероятно, использовались для отпугивания злых духов. Фигурка римского пантомима в комической маске, керамические сосуды, чернильница. Кроме того, среди обнаруженных останков найдены редкие личные вещи жертв кораблекрушения. Среди них был красивый красный драгоценный камень, гемма, с изображением лиры, который можно вставить в оправу кольца. Также найдено толстое золотое кольцо с зеленым драгоценным камнем и изображением фигуры молодого пастуха, одетого в тунику и несущего на плечах барана или овцу. Именно так изображали доброго пастыря, а значит, его владелец был одним из ранних христиан. А Кесария, где и были обнаружены суда, была одной из первых христианских общин, отмечают археологи. 149. В Египте обнаружили потерянный золотой город. Это одна из самых важных археологических находок со времен гробницы Тутанхамона. Знаменитый египтолог Захи Хавас объявил об открытии потерянного золотого города Атона недалеко от Луксора. По его словам, это самый большой древний город, когда-либо обнаруженный в Египте. Его нашли через несколько недель после начала раскопок в сентябре 2020 года, но сообщили только сейчас. Город восходит к правлению Аменхотепа III, одного из самых могущественных фараонов Египта, правившего с 1391 по 1353 год до нашей эры. Раскопки дадут редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян в то время, когда империя была наиболее богатой. Спустя 7 месяцев раскопок удалось обнаружить несколько районов, в том числе административный и жилой, а также пекарню. В хорошем состоянии оказались многие каменные сооружения с почти сплошными стенами и комнатами, заполненными инструментами повседневной жизни и различными артефактами. Также археологи нашли большое количество ценных украшений цветной керамики, амулетов из жуков-скоробеев и глиняных кирпичей с печатью Аменхотепа III. В ближайшее время исследователи надеются найти нетронутые гробницы, наполненные сокровищами. Профессор египтологии Университета Джона Хопкинса в Балтиморе Бетси Брайан заявила, что открытие этого затерянного города – второе по значимости археологическое событие после гробницы Тутанхамона. Последняя была обнаружена в долине царей британским археологом Говардом Картером в 1922 году. 150. В Египте обнаружили 59 нетронутых саркофагов с мумиями. Один из них вскрыли, они пролежали в древнейшем некрополе более 2600 лет. Египетские археологи сообщили об одной из самых масштабных находок за последние годы. В Саккаре обнаружены 59 нетронутых саркофагов с мумиями. Одну из них они вскрыли в присутствии множества журналистов, внутри лежала мумия,
аккуратно завернутая в погребальную ткань и украшенная яркими иероглифическими надписями. По словам представителей Министерства по делам древностей, возраст останков составляет более 2600 лет. Они оставались нетронутыми с момента их захоронения. Нашли их рядом со знаменитой ступенчатой пирамидой Джосера, которая является древнейшим из сохранившихся в мире крупным каменным зданием. Оно построено зодчим Имхотепом в Саккаре для погребения египетского фараона Джосера в примерно 2650 году до нашей эры. На кадрах, предоставленных министерством, были продемонстрированы красочные саркофаги, украшенные древнеегипетскими иероглифами. В 2 глубоких колодцах также обнаружены хорошо сохранившиеся артефакты и не менее 28 древних статуй. Также была найдена запечатанная дверь, где, как ожидается, может лежать больше мумий, отметил первый министр древностей и туризма Халед Эль-Анани. По масштабам и важности эту находку уже сравнивают с обнаружением гробницы царя Тутанхамона, поскольку обе были обнаружены почти нетронутыми. Ученые отмечают, что это может быть началом большого открытия. Саккара, древнейший некрополь столицы древнего царства Мемфиса, может таить в себе еще немало секретов. На этом я бы хотел закончить это видео со 150 неожиданными фактами об археологии, которые невозможно объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. В Испании отыскали табличку с алфавитом древней исчезнувшей цивилизации, ей около 2500 лет. Археологи только после подсказки поняли, что обнаружили редчайший артефакт. Во время раскопок у испанского города Гуаренья археологи обнаружили 20-сантиметровую табличку. Она соответствует периоду тартесийской цивилизации, которая развивалась на юго-западе Пиренейского полуострова около 2500 лет назад. На табличке изображены сражающиеся воины. Археологи, сделавшие находку, обратили внимание именно на рисунки воинов. На этом был сделан акцент и в описании снимка таблички, опубликованного Национальным исследовательским советом Испании. Публикация привлекла внимание специалиста по палеоиспанским языкам из Университета Барселоны Жоана Феррера и Жане. Он понял, что артефакт еще более значимый, чем предположили ученые изначально. Эксперт рассмотрел на снимке знак, соответствующий одному из древнеиспанских языков. Он связался с Институтом археологии Мериды, чтобы получить более качественные изображения плитки. Выяснилось, что на ней начертаны буквы южного палеоиспанского языка. Палеоиспанская письменность использовалась на Пиренейском полуострове до появления латинского алфавита. Ее образцы делятся на 2 основных семейства – северо-восточное и южное. Считается, что все они происходят от финикийской письменности и были завезены на Пиренеи из Финикии, процветавшей около 3000 лет назад в Восточном Средиземноморье. Новое открытие особенно примечательно тем, что это всего лишь 3-й и самый полный обнаруженный образец алфавита южного палеоиспанского языка. Об этой системе письменности известно очень мало. Исследователи с новыми силами взялись изучать эту табличку, которая теперь обрела совершенно особую ценность. Они рассчитывают найти на ней новые знаки древней письменности. Вот такими у нас получились 150 неожиданных фактов об археологии, которые невозможно объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика.
Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.